Японский производитель Nissan представил новое поколение кроссовера Kicks, которое получило серьезное изменение как внешне, так и технически, и даже полный привод. Кроссовер сменил имидж, у него теперь более взрослый дизайн. Сразу можно заметить, что фирменной решетки Nissan V-Motion больше нет. Ее заменяет широкая решетка радиатора в новом стиле. Интересной особенностью нового Kicks являются тонкие фары и узкие секции дневных ходовых огней. Также сохранили характерный излом на задней стойке и двухцветную крышу. Сзади кроссовер выглядит немного интереснее. Задняя дверь теперь не такая массивная, как раньше. Вертикальные фонари установили высоко по углам. За доплату для топового Nissan Kicks впервые можно будет выбрать 19-дюймовые колеса. Остальным версиям положено 16 или 17-дюймовые. Паспортный дорожный просвет нового Kicks 213 мм против 179 мм у предыдущей модели. Nissan Kicks перешел с атмосферника 1.6, который имел мощность 124 лошадиных сил, на четырехцилиндровый двухлитровый атмосферный мотор, который выдает 143 лошадиных сил и 190 ньютон-метра тяги. Кроссовер будет доступен исключительно с вариатором Xtronic. При этом Kicks впервые предложит не только с передним, но и фирменную интеллектуальную систему полного привода. Ездовая электроника получила новый режим – снег, специально разработанный для езды на скользких поверхностях. Новый интерьер кардинально отличается благодаря паре дисплеев для информационно-развлекательной системы. Центральный экран имеет диагональ до 12,3 дюймов, но стандартно будет установлен 7-дюймовый экран. Он управляет набором технологий, включая дополнительные камеры кругового обзора на 360 градусов и доступную звуковую систему Bose с 10 динамиками. В систему встроены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Отмечается, что для передних и задних пассажиров станет на 25 мм больше места для плеч, а сзади на 25 мм увеличится пространство для колен. С поднятыми задними сиденьями предоставляется 850 литров грузового пространства, увеличивающихся до 1700 литров при их сложении. Nissan рекламирует, что пространство является лучшим в своем классе, а заднее пространство в 1023 мм также указано как лучшее в своем классе. В списке стандартного оборудования также значится светодиодная оптика, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга слепых зон. Топовый Kicks SVR – это кожаная обивка, декор под карбон, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора и расширенный комплекс ассистентов вождения. Среди опций – подогрев руля и передних кресел, аудиосистема Bose и панорамный люк. Паркетник второго поколения заметно крупнее прежней модели. Длина нового Kicks равна 4366 мм, ширина 1801 мм, высота 1631 мм, колесная база 2657 мм. Nissan пока не обнародовал цены, но обещает это сделать до начала продаж этим летом. Для справки, Kicks 2024 стартует от $22 440. Благодаря значительным изменениям дизайна и увеличению мощности можно с уверенностью предположить, что Kicks 2025 модельного года будет стоить от $25 тысяч. Небольшой кроссовер является по-настоящему глобальной моделью. Ее продают во многих странах, а производство налажено в Бразилии, Мексике, Китае и Таиланде. По итогам прошлого года крупнейшим рынком для Kicks стали Штаты. Реализовано 66 823 экземпляра, плюс 22%. Так что нет ничего удивительного в том, что именно там раскрылся паркетник второго поколения. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.